На этой неделе мы совершили захватывающее путешествие, преодолев 1300 километров от Кордовы до границы с Бразилией и Парагваем, приближаясь к нашей цели – Аляска. Вдоль пути мы также посетили удивительный национальный парк Ибера, добавив нашим приключениям впечатлений. Заночевали перед норкой кого-то. То ли шиншилл, то ли кто. С полосатыми мордами. Какие хорошие. Вот наша машина стоит. Вот их норка. Кто это вообще? Кто это? Слушай, ну ты в курсе, что один под машину забежал? Вот он такой красавчик. А на утро в этой норе мы обнаружили варана. Надеемся, что он не поел этих хомячков. Как вы видите, дорога очень каменистая, и ехать быстро по ней невозможно. Но чем ближе мы приближаемся к нашей цели, тем больше зверей и птиц попадается вдоль дороги. Мы уже встретили очень красивую змею. К сожалению, не успели ее заснять. Она скрылась в траве, а также вот этих хрюнделей и различные ящерицы. Мы приехали в национальный парк Ибера. Сейчас пойдем гулять, но нужно сначала зарегистрироваться. Так. Машину записать, наверное. Ручка вот. Ну давай запишем. Прямо какая-то анкета. Рейнджеры стоят. А там вдалеке огромные капибары. Вот так отдыхает капибара. И вот рядом. Здравствуйте. Пока встречаются только капибары с птицами на спине. Идем дальше. Олененка мы не ожидали увидеть. Его птицы предупреждают, наверное. Какая. Смотрите, как выйдет огромная конь. О, такой у него даже кошки, видел? Да. Привет, олененок. Все рожки. Ну, это значит не маленькие, если рожки есть, да? Вот и огромный олень. В Аргентине болото считают частью национального достояния. Еще совсем недавно Ибера была практически не изучена из-за своей труднодоступности. Идем уже 1,5 часа, очень жарко, невозможно. Даже капибары бедные лежат в тени. Зайди мимо, чтобы показать, какой размер его. Большие. Все, мы стали ему на дороге, но он особо не парится. Вот это зубище. Ты видел, какие зубы у него? Да. Пошли, обходи, это сейчас еще тяпнет. Вот еще встретили целое семейство. Да. Почему у него такой нос какой-то мокрый, видишь? Какие маленькие детки. Хорошие. Ну все, прошли мы. 2 часа где-то длилась наша прогулка. Ходили не зря. Капибар я не видела. Вот так живут.
Эта дорога оказалась самой тяжелой в нашем путешествии. Мы ехали по ней целый день. Хорошо, что не было дождя, иначе бы мы увязли в этой глине и никогда бы не выбрались. И после этого я еще долго ее отмывал от автобуса. Оля очень проголодалась и попросила меня отвезти ее в Макдональдс. Поэтому мы приехали сюда подготовленные, голодные. Вот, будем есть эту гадость, но это не главная новость этого сюжета. Я подготовил для Оли еще пару неожиданных моментов, о которых она еще не знает. А сейчас я озвучу вам и ей заодно. Я резко поменял маршрут, и мы двинулись в сторону самых красивых водопадов на планете. Игуасан, водопады Игуасан, как их называет Оля. Она их увидит, и вот это сюрприз. Ну, это маленький сюрприз. Есть еще большой сюрприз, который я подготовил для Оли. Мы едем в Бразилию. Ну, в Бразилию на океан. Не в Боливию? Нет, Боливия будет позже. А также мы едем та-да-да-дам, та-да-да-дам, на карнавал в Рио! Едем в сторону границы с Бразилией. Там находятся водопады Игуасу. Нам ехать еще один день. И мы пока остановились в хорошем кемпинге на берегу реки. А на той стороне это уже Парагвай. Вот, это пограничный город, из него идет мост в Парагвай, можно проехать. А этот кемпинг очень большой, в кемпинге есть все удобства. За автобусом стоит терминал, где можно подключить воду, свет. Также есть бассейн, можно купаться, душ, туалет. Стоит все это удовольствие $10 на двоих. Вот. Завтра утром мы еще постоим здесь немножко, нам понравилось. Классная погода. Кстати, намечается вроде бы дождик, будет небольшая прохлада. Рядом с нами стоит такой красивый автобус. Это местные аргентинцы так отдыхают. Видите, трехэтажный, 3 кондиционера внизу. За ним еще один стоит большой автобус. И так далее. Там вот дальше сегодня собралось к вечеру, сколько тут машин, 6-7. Ну и мы так скромненько тут пристроились. Сказали, что после 8 вечера мы можем помыть автобус из своего шланга здесь. Что мы и сделаем, потому что он очень заляпался грязью. У нас закончилась симка, которую я брал в Уругвае. Сейчас хотим обновить. Берем в Аргентине. Зашли в Клару в салон. Стоим в очереди. Вот, город Посадос. Граница с Парагваем. Мы доехали до парка Игуасу. Итак, друзья, мы добрались до парка Игуасу, купили билеты. Сейчас пойдем смотреть эту красоту. Все классно, погода хорошая. Поедем кататься на лодке по водопадам. Пойдем по мостам, все покажем, расскажем, смотрим. Друзья, это карта парка Игуасу. Сейчас мы находимся здесь на входе. Нам надо пройти до станции, садимся на поезд, едем до следующей станции, выходим и идем сначала по синему маршруту. Как вы видите, вот это каскад водопадов, самый красивый на планете Земля. Потом идем по второму маршруту, по лесу, тут тоже часть водопадов. И потом в заключение мы сядем на спидбот и поедем прямо к водопадам. Прокатимся под каскадами водопадов на лодке на скоростной. Вот здесь вот хорошо видно тоже. Вот такой маршрут. Это примерно про все от 4 до 5 часов. Вперед!
Итак, мы заходим во вход. Билет стоил, мы заплатили 33 евро за двоих. Вот мы в парке. Мы идем на поезд, который нас повезет дальше. Мы добрались до паровозика. Занимаем места. Согласна. Купленным билетом. Билетом. У нас литера Е ДОС. Вот здесь. Садимся сюда. Вперед, ДОС. Вот у меня паровозик. Ехать сегодня с одной стороны. Минск, Жодина. Ехать всего лишь одну остановку. Надеемся, не проедем. Как они тут. В прошлый раз на меня накинулась на рюкзак. Сколько людей, не только дети. Мамочки. Да, вон бегают такие хорошие. Проблема, сказали. Ой, мама. Друзья, сейчас мы расскажем, что представляют из себя водопады Игуасу. Каскад водопадов Игуасу официально признан одним из 7 чудес света. Перед ним меркнут самые известные водопады Ниагара и Виктория. Они растянулись на 3 километра и состоят из 275 водопадов. Максимальная высота составляет более 80 метров. Водопад находится в парке Игуасу, который делит между собой Бразилия и Аргентина. Большая часть водопадов находится на стороне Аргентины, но виды лучше со стороны Бразилии. Мы, когда будем возвращаться обратно в Аргентину, мы заедем по возможности и заценим вид со стороны Бразилии. У местных индейцев есть легенда. Давным-давно бог змей возжелал красавицу Наипи, а та предпочла ему воина Таробу. Они бежали и пытались переправиться через реку, но разгневанное чудовище ударом хвоста провалило дно, навсегда разделив влюбленных. Юношу оно обратило в высокую пальму, а девушку в скалу на противоположном берегу. Теперь они касаются друг друга только радугой. Мы вернулись с водопадов спустя 4 часа. На лодке не поплыли. Дядька говорит, спина будет болеть потом, если она у вас
немножко Не знаю, она у слабая. вас есть. И мы решили, ну, я в прошлый раз ездил, в принципе, классно было. Но в этот раз Оля А я не трусиха. поддалась уговорам, и поэтому мы не поехали. Вот. К сожалению, с прошлого раза прошли небольшие изменения. Два мостика очень интересных сломались, и их никто не ремонтировал. Поэтому маршруты по этим мостикам отменились. Они были просто еще более завораживающие, чем то, что мы сейчас видели. Например, пасть дьявола. Она была закрыта, а это когда ты стоишь на платформе, и вокруг тебя полностью окружен падающими водопадами. Вот. Этого мы уже не увидели. Ну, надеюсь, в следующий раз, когда приедем в Аргентину, а это будет через месяц, эти мостики отремонтируют. Ну, может и нет. Было круто. Все, кушать хочется. Нас ждет холодный арбуз в холодильнике. О, класс. Сейчас будем его ложкой, как научила меня Оля, черпать. Вот этот коричневый маршрут и вот это место мы не посетили, так как здесь 2 месяца назад было наводнение и мостик сломался. На самом деле здесь платформа находится в центре вот этого кругового водопада. Вы стоите, у вас со всех сторон шикарный вид на водопад, который огромный слой массы воды падает вниз. Очень красивое место. Но в этот раз мы его не посетили и будет готов только через полгода его отремонтируют. Так что Пасть дьявола. пойдем. Подъезжаем к бразильской границе. Посмотрим, как это быстро будет. Ну, машин немного, двигаются пока все быстро. Ну да. Стоим на границе. Сейчас один документ. Андрей пошел снимать машину. Да, снимать суши. Это мы на границе Аргентина-Бразилия. Заезжаем в Бразилию. Все, мы уже в Бразилии. Иду оформлять временный въезд. Тип. Получили временный въезд в Бразилию на 90 дней. Хочется сказать, что все пограничники, которые встречались до этого, Уругвай, Аргентина, Бразилия, такие все милые, добрые. Редко такое увидишь. Очень классно. И все делают быстро, четко, смеются, шутят, с тобой пытаются разговаривать. Очень приятно. Спасибо им. Зашли в магазин Бразилии и наткнулись на такую стоечку. Здесь все из чеснока. Какие-то соусы, но все свежее, перетертое. И вот такие большие банки. А такого размера кока-колы я еще не видела. Стаканчик 200. В Бразилии наконец-то есть тропические фрукты. Мы купили. И купили переходник. Но Который нам переделать. нужно Чуть-чуть, все равно переделывать. чуть-чуть его надо подшаманить, чтобы он подошел. И сейчас попробуем. И вот такой огромный авокадо. Он просто больше кулака в 2 раза, наверное. Мы заехали в один из городов по дороге. Большой красивый город. А вот тут небольшая прачечная. Зашли постираться. Уже машинка постиралась. Мы загрузили 2. Сейчас будем сушить. Все очень просто. Здесь терминал оплаты. Прикладываешь карточку, набираешь номер машины, выбираешь необходимые опции и запускаешь. Wi-Fi есть, розетки. Все очень удобно. Классно. Быстро стираем, сушим и уезжаем дальше. Вот тут мы стоим. Это прямо рядом с заправкой Shell. Мы в Бразилии. Вот так вот происходит оплата. Мы выбираем сушку.
стоит 3 евро. Все. Нажимаем там кнопочку. Остановились на заправку. Хочу показать вам, как у них устроено. Это Shell. Смотрите, видите? Каждый заезд яма. Сверху шланги с водой. Какие-то, не знаю, газы. Еще что-то. Короче, полный сервис тут делают сразу. Вы подъехали, вам помыли машину, заправили, посмотрели снизу и поехали дальше. А в следующем выпуске вы увидите, как мы хлебнули бразильского гостеприимства и восстановили энергоснабжение в автодоме. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самое интересное.